Всем привет! Вы на канале PsyEnergyLife, и сегодня тема видео звучит так. Флегматик 10 правил общения. В этом видео я хочу вам рассказать, каким правилам нужно следовать, чтобы ваше общение с таким типом темперамента прошло наиболее успешно. Флегматики славятся своим спокойствием и зачастую хладнокровием ко всему, что может взбудоражить другие типы темперамента. Но есть вещи, которые они терпеть не могут в общении с другими людьми. Возможно, вы уже обжигались на этом, сами того не осознавая, и общение проходило не так гладко, как хотелось бы. Поэтому, чтобы вы не допускали подобных ошибок, посмотрите видео до конца. Итак, 10 правил общения с флегматиком. Правило номер 1. Звонки сократить до минимума. Флегматик охотнее пообщается с вами в режиме онлайн-чата, чем по телефону. Он не очень-то положительно относится к телефонным звонкам из-за своего темперамента и своеобразной медлительности. В телефонном режиме нужно быстро отвечать на вопросы, которые задают. По крайней мере, ему так кажется. А ему больше нравится, когда он может сесть, подумать, проанализировать и только потом ответить без какой-либо спешки. Поэтому общается по телефону флегматик достаточно редко и только тогда, когда без этого никак не обойтись. И то этот разговор будет по существу или с короткими ответами «да», «нет», «наверное» и так далее. Для него общение по телефону – это некий стресс, поэтому лучше потерпеть какое-то время и дать флегматику к вам привыкнуть во время переписки в социальных сетях или мессенджерах. Так он будет спокоен и быстрее вам откроется. Правило номер 2. Проявляйте инициативу. Флегматик – это такой человек, которому перебороть себя и написать первым очень сложно. Даже если он сильно хочет с вами встретиться, он не напишет, у него найдется 1000 сомнений и причин, почему не стоит этого делать. Например, от самых простых доводов, мол, а вдруг вы заняты, до того, что с ним скучно, хотя это далеко и не так. Да, этот тип темперамента будет сидеть и ждать, пока вы ему напишете. И с огромным удовольствием согласиться на встречу со словами «Да я как раз хотел тебе написать». Поэтому не ждите, пока он созреет, а напишите первым. Он это оценит по достоинству. Правило номер 3. Договаривайтесь о встрече за несколько дней. Человеку с типом темперамента флегматик любые встречи даются немного сложнее, чем другим. Поэтому ему нужно некоторое время, чтобы подготовиться к ней. Он старается предположить и наметить план, как это будет, где, какая одежда будет на нем, о чем с вами пойдет разговор и так далее. Если же вы попытаетесь внезапно предложить ему встретиться сегодня, через час или два, а может вечером, то будьте готовы к тому, что он вам непременно откажет. Для него спонтанные встречи сравнимы с выстрелом в голову с безоружного человека. Правило номер 4. Не торопитесь с ответом. Когда вы что-то предлагаете флегматику или задаете какой-то вопрос, постарайтесь набраться терпения и не торопите его с ответом. Из-за своей особенности темперамента ему сложно ответить сразу на поставленный вами вопрос, а любые догадки с вашей стороны будут восприниматься как «лучше я помолчу, пускай говорит». После вы встретите от него резкий ответ «нет, это не так, да ты меня неправильно понял, поняла» и так далее. Мало того, пару таких моментов и флегматик не захочет продолжить с вами общение. Он почувствует себя достаточно глупо, а это приведет его к ощущению дискомфорта. И ваше общение закончится, даже не начавшись. Правило номер 5. Встречу лучше проводить в малолюдных местах. Если вы хотите, чтобы флегматик раскрылся во время общения с вами, то нужно сделать так, чтобы он хоть немного расслабился. А это он может сделать только если на него никто не глазеет и вокруг мало народу. В идеале это должно быть уютное и тихое местечко, где его ничего не будет отвлекать. Так он сможет сосредоточиться на интересной теме разговора и собственных мыслях, а вы получите начитанного и практически идеального собеседника, который пофилософствует и приведет множество разных аргументов по любому вопросу. С
Спокойствие для флегматика очень много значит. Поэтому центр города или шумный ресторан скорее отобьет у него желание проводить с вами время. Правило номер 6. Говорите по существу. Что интересно, флегматик – это тот человек, который любит общаться, но по существу, а не абы о чем. Ему интересно услышать мнение собеседника по обсуждаемому вопросу, а приведенные аргументы он тщательно взвешивает в процессе разговора. Если вы хотите задать какой-то вопрос, задавайте его напрямую, а не ходите вокруг да около. Потому как флегматик просто не поймет, к чему вы ведете разговор. Как говорится, у него начнет пухнуть мозг. А если это произойдет, и его интерес начнет потихоньку пропадать, то, скорее всего, он уйдет под предлогом, что у него еще есть какое-то срочное, неотложное дело. Правило номер 7. Разговаривайте без лишних эмоций. Так как флегматик и сам-то не особо показывает эмоции в разговоре, то и чужие яркие эмоции его скорее пугают и даже напрягают. Это не значит, что вы должны сидеть с покерфейсом или притвориться мертвым. Нет, конечно. Это лишь значит, что когда вы рассказываете что-то эмоциональное, постарайтесь не вскакивать резко со стула, раскрывая свои руки в стороны, будто собираетесь изучить кунг-фу или побить вашего собеседника. Потому что флегматик будет воспринимать это действие именно так. Размашистые движения, бурные жестикуляции и тому подобное только оттолкнут его. Вы скорее ведете флегматика во временный шок таким образом. Да и реагируя на ваши эмоции, он начинает пропускать сказанные вами слова мимо ушей. Его внимание становится рассеянным, и он тогда мало на чем может сконцентрироваться помимо ваших эмоций. Эмоции – это хорошо, но в меру. Правило номер 8. Постарайтесь не ругаться с ним. Человек с типом темперамента флегматик хоть и не обидчив, но ругаться не любит от слова вот совсем. Он слишком быстро истощается, становится вялым и неработоспособным. Поэтому зачастую уходит от конфликтов и скандалов. Позже может закрыться в себе и не проронить больше ни слова. Но если вы сможете за короткое время его сильно зацепить за живое, то меняйте на себя. Он как танк попрет вперед и забудет о своих слабостях. Думаю, вы поняли, что если общение будет превращаться в конфликт, то флегматик, скорее всего, прекратит общение с вами, потому что он жутко не любит скандальных личностей. Правило номер 9. Не навязывайте ему собственное мнение. Флегматик – это не тот человек, которому можно навязать собственное мнение. Потому что прежде чем принять ваше мнение, он 1000 раз перепроверит все факты, проанализирует всю полученную информацию и только потом на основании этих данных сделает собственные выводы. В любом случае, переубедить флегматика не так-то и просто. Чтобы он принял ваше мнение, понадобится немало времени и много предоставленных неоспоримых аргументов. Все потому, что флегматик много чем интересуется, и его убеждения построены далеко не на одном источнике. Именно это не позволяет ему поверить вам на слово. Правило номер 10. Голос повышайте только при особой надобности. Флегматик человек спокойный, и поэтому очень редко, когда может позволить себе повысить голос. Если вы пару раз повысите тон, он это воспримет как личное оскорбление и попытку надавить на него. Конечно, ему это не понравится, но по его внешнему виду вы этого и не заметите. Он очень терпеливый, но желание с вами общаться у него отпадет раз и навсегда. Это то, что категорически запрещено делать. После он закроется в себе и в ближайшее время ни с кем особо вступать в дискуссии не захочет. Это для флегматика норма. Если вы внимательно смотрели видео и запомнили эти правила, то у вас должно получиться достаточно интересное общение с флегматиком. С вами был канал PsyLife. Пишите в комментариях, что вам было полезно из этого видео, ставьте лайк и не забывайте подписаться на канал. До скорой встречи. Пока-пока.